На морском дне у берегов Картахены, это Колумбия, Карибское море, лежит корабль, который не поднимали с 1708 года. 60-пушечный испанский галеон Сан-Хосе пошел ко дну после взрыва в трюме во время сражения с британской эскадрой. В мае 1708 он вез золотые и серебряные монеты, ювелирные украшения и изумруды, добытые в Андах. По нынешним оценкам, от 1 до 20 миллиардов долларов в пересчете на современные цены, в зависимости от того, каким способом считать. Колумбийские власти в 2024 году объявили о начале подготовки к подъему. На него уже претендуют сразу 3 стороны. Испания как государство, которому принадлежало судно, индейский народ Кхаракара из Боливии, чье серебро везли в трюмах, и сама Колумбия. И пока юристы спорят, Сан-Хосе продолжает лежать на глубине около 600 метров, совершенно нетронутый. Я рассказываю эту историю не потому, что она про золото. Золото там, по всей видимости, действительно есть. Я рассказываю ее потому, что за ней стоит более широкий вопрос. Что вообще происходит с вещами, которые человечество потеряло, намеренно или нет, и до сих пор не может найти? Эта история не столько о сокровищах, сколько о том, почему их поиски продолжаются десятилетиями и столетиями, и почему находки бывают разочаровывающе неполными. Историки установили, что с 1530 по 1560 год, только за 30 лет, испанские флоты доставили в Севилью 101 тонну золота и 560 тонн серебра из Нового Света. Сколько из этого добралось до берега, точно известно. Сколько осело на дне, только приблизительно. Испанская ассоциация спасения галеонов называет цифру в 180 кораблей только в заливе Кадиса. 3 миллиона затонувших судов во всем Мировом океане. Такую оценку дают морские историки. Большинство из них везли что-то ценное. Поднята ничтожная часть. Подпишитесь на канал, если вам интересны такие истории, где документы говорят больше, чем легенды, и где поиск сам по себе оказывается не менее захватывающим, чем находка. Но Сан-Хосе – это сравнительно молодая загадка. Ей 300 с небольшим лет. Есть история, которой уже почти 3000. В эфиопском городе Аксум стоит церковь Марии Сионской. В часовне рядом с ней хранится предмет, который эфиопская православная церковь называет Ковчегом Завета. Туда не пускают никого, кроме одного хранителя – человека, который живет при реликвии всю жизнь и после смерти передает обязанности преемнику. В часовне выставлены 30 одеяний 30 предыдущих хранителей, и каждый из них утверждал, что охраняет подлинный ковчег. Журналисты или ученые туда не входят. В 1941 году британский офицер и исследователь Эдвард Уллендорф из Лондонской школы восточных и африканских исследований все же оказался внутри во время военной кампании, когда Эфиопия была занята иностранными войсками. По его свидетельству, опубликованному значительно позже, он увидел небольшой ящик, который счел копией, не оригиналом. Эта оценка так и осталась мнением одного человека, который осматривал предмет в условиях, далеких от нормальных научных. Эфиопская церковь его слова не прокомментировала и доступа для других исследователей не открыла. Исторических источников, прямо указывающих на Эфиопию как место хранения Ковчега Завета, немного. Главный эфиопский литературный памятник Кебра-Нагаст «Слава царей», который датирует XIV веком, хотя некоторые специалисты по эфиопской истории считают текст еще более поздним, в документе описывается, как Менелик, сын царя Соломона и царицы Савской, привез реликвию на свою родину. Насколько этот текст соответствует реальным событиям эпохи, которую он описывает, вопрос, который в академическом сообществе остается открытым. Альтернативных версий немало. Некоторые исследователи полагают, что ковчег спрятан под Храмовой горой в Иерусалиме. Другие, что он был уничтожен при разрушении первого храма в VI веке до нашей эры. Мне кажется важным одно. Здесь у нас нет конкурирующих версий, каждая из которых подкреплена документами или физическими находками. У нас есть религиозная традиция с тысячелетней непрерывностью, один спорный источник XIV века и свидетельство исследователя середины XX, который провел внутри несколько минут. Для того, чтобы утверждать что-либо о местонахождении предмета, которому более 3000 лет, это не очень много. Но именно такое положение дел показывает, как работает поиск сокровищ, когда объект изначально является не просто материальной ценностью, а частью живой религиозной традиции. Совсем другой тип загадки –
Там, где сам предмет существовал совершенно точно, его потерю можно проследить по документам, а вопрос только в том, где он находится сейчас. В сентябре 1941 года немецкие войска демонтировали янтарную комнату в Екатерининском дворце под Ленинградом и отправили ее в Кёнигсберг. Комната была изготовлена в начале XVIII века прусскими мастерами, подарена Петру I и за 2 последующих столетия превратилась в одно из самых известных произведений декоративного искусства в Европе. В Кёнигсбергском замке она экспонировалась до весны 1945 года, когда советские войска осадили город. Что произошло дальше, именно здесь документы расходятся. Советская комиссия, работавшая в замке летом 1945-го под руководством искусствоведа Александра Брюсова, не обнаружила никаких следов комнаты. Брюсов принял версию директора замкового музея Альфреда Роде о том, что комната сгорела еще в апреле, во время пожара. Но дневник самого Брюсова, изъятый и засекреченный сразу после его составления, показывал другую картину. Пожар произошел уже после того, как советские войска заняли замок. Этот дневник рассекретили только десятилетия спустя, и сейчас он хранится в Государственном архиве России. Из этого расхождения вырастают 3 основные версии, которые обсуждают историки. Первая. Комната все же сгорела, но в другой момент, чем официально признавалось. Вторая. Ее успели эвакуировать и спрятать в шахтах Тюрингии, в подземных тоннелях Калининграда или на борту судна, затонувшего в Балтийском море. Третья. Часть панелей уцелела и осела в частных коллекциях. В 2018 году пробы воды из затопленной советскими саперами шахты Витекинд показали аномально высокое содержание янтарной кислоты, что теоретически может объясняться присутствием большого количества янтаря. В 2020-м замок Райнхардсбрунн преподнес неожиданный аргумент в пользу нацистских схронов в целом. Там нашли тайник с 12 картинами из коллекции Геринга, то есть объект действительно использовался как хранилище. Александр Мосякин, российский историк, который провел более 30 лет в архивах, в декабре 2024-го представил книгу «Миф о янтарной комнате. Расшифрованное проклятие». Его вывод, выстроенный на основе документов из советских и немецких архивов, склоняется к версии об уничтожении комнаты, но не в том пожаре, который был официально объявлен версией. Это честная работа с архивным материалом, и она делает «сгорело» наиболее вероятным сценарием среди тех, что поддаются проверке. Но окончательного подтверждения нет ни у одной из версий. Часть немецких архивов военного времени утрачена, а советские документы эпохи поисков оставались частично засекреченными несколько десятилетий. Пока физических следов комнаты не обнаружено. Восстановленная копия открылась в Царском Селе в 2003 году и потребовала более 6 тонн янтаря и 20 лет работы. На ее создание ушло больше усилий, чем на большинство поисковых экспедиций. Это само по себе говорит о масштабе утраты. А теперь история совсем другого рода. Там, где сам вопрос о существовании сокровищ остается открытым. В 1533 году испанский конкистадор Франсиско Писаро взял в плен правителя инков Атауальпу. За свое освобождение правитель предложил заполнить комнату размером примерно 7 на 5 метров золотом до высоты вытянутой руки. Испанцы согласились. Несколько месяцев золото стекалось в Кахамарку со всей империи. Статуи, украшения, утварь, ритуальные предметы. По оценкам колонизаторов, только за 30 лет официально задокументированного вывоза индейцы выплавляли до 180 тонн золота в год. Но часть сокровищ так и не доехала. Когда стало ясно, что выкуп не спасет Атауальпу, его казнили, несмотря на договоренность. По одной из инкских традиций, золото, которое еще не добралось до Кахамарки, было спрятано. Именно отсюда растет легенда о Паитите. По хроникам XVI и XVII веков группы инков после гибели Атауальпы отступили вглубь Амазонии, унося с собой оставшееся золото в город, расположенный восточнее Анд. Самые ранние письменные ссылки на это место относятся к 1542 году, хроника Хуана де Бетансоса. Иезуитский миссионер Андрес Лопес в 1600 году писал о большом городе с золотом и серебром около водопада в тропических джунглях. Португальская рукопись, найденная в архивах в 1839 году, описывает руины каменного города в глубине южноамериканского леса. Координат нет ни у одного из этих источников. Это существенная деталь. Отчет Алькаяги 1636 года, опубликованный только через 340 лет после написания, указывает на Восточную Боливию.
Спутниковые снимки начала 2000-х годов фиксировали на плоскогорье в долине реки Рио-Альто-Мадре-де-Диос в Перу структуры, похожие на искусственные постройки. Экспедиции, которые туда добирались, находили следы поселений, но не золота. Поисковая зона – несколько сотен тысяч квадратных километров на стыке Перу, Боливии и Бразилии. И значительная ее часть никогда систематически не обследовалась. Я бы здесь провел одно разграничение. Версия о том, что инки унесли часть сокровищ в Амазонию, подкреплена несколькими независимыми колониальными хрониками и выглядит правдоподобно. Образ золотого города с дорогами и домами из металла – это другой слой, который нарастал поверх реального события через пересказы. Португальские бандейранты XVIII века добирались по некоторым свидетельствам до мертвого поселения, но уже без координат и без описания того, что именно нашли. Разделить между «здесь было нечто реальное» и «здесь было именно то, что описывали» по имеющимся источникам невозможно без физической находки. И совершенно другой уровень документации. У последней истории в этом ряду. 7 июля 1730 года на острове Реюньон в Индийском океане повесили французского пирата Оливье Левассера по прозвищу Лабюз – Конюк. По легенде, когда петля уже затягивалась, он бросил в толпу листок бумаги со словами «Найдите мои сокровища, если сможете это прочесть». На листке была криптограмма из 17 строк. Символы, которые разные исследователи трактовали как смесь масонских знаков, астрологических символов и ключей к греческим мифам. В 1721 году Лабюз вместе с капитаном Джоном Тейлором захватил у берегов Реюньона португальский корабль «Вьерж-Дюкап». Он стоял в гавани с серьезными повреждениями после шторма и не мог сопротивляться. На борту находились золото, серебро, драгоценные камни и, по некоторым источникам, церковная утварь, которую везли в Европу. Каждый из рядовых пиратов при дележе получил по 42 бриллианта и 5000 золотых гиней. Долю командира Левассер, по преданию, спрятал при Вадет на Сейшельских островах, предположительно в районе Бель-Омбр на острове Майя. В 1948 году отставной британский офицер Реджинальд Круз Уилкинс приехал на Сейшелы поправить здоровье после ранения и малярии. Застрял там на 3 месяца из-за отсутствия обратного рейса. Познакомился с местными жителями, услышал историю Лабюза и остался на несколько десятилетий. Он основал синдикат искателей сокровищ, привлек десятки тысяч фунтов стерлингов, изучал греческую мифологию, астрологию, масонскую символику и вел раскопки в Бель-Омбр. Суммарные находки за 20 с лишним лет: лезвие шпаги, кремневый пистолет, остатки мушкета, кувшин для вина, несколько небольших статуэток, пушка и 1 монета времен Карла I. Истратив состояние свое и синдиката, Круз Уилкинс в конце концов прекратил раскопки. Бетонная дамба, которую он построил, до сих пор стоит на берегу острова Майя, как единственный видимый результат одной из самых дорогих частных кладоискательских экспедиций XX века. Интересно здесь вот что. Криптограмма Левассера существует. Это реальный документ, с него сделали копии, они разошлись по рукам. Но ее расшифровка зависит от того, какой ключ вы выбираете. Разные исследователи получали разные результаты и указывали на разные места. Это означает, что либо однозначного ключа нет, либо сама криптограмма – это последняя шутка пирата, о чем говорит и его прозвище. Если взять эти 4 истории вместе – колумбийский галеон, янтарную комнату, Пайтити и клад Лабюза – они показывают 4 совершенно разных устройства загадки. В одном случае объект находится на известной глубине в известном месте. Вопрос только в юридической и технической стороне подъема. В другом объект существовал точно, исчез в конкретный исторический период, документы о его судьбе фрагментарны или намеренно засекречивались. В третьем объект, возможно, существовал, но его описание в источниках нарастало поверх реальных событий так, что первоначальный факт и легенда уже трудно разделить. В четвертом документ существует, но его язык намеренно устроен так, чтобы быть нечитаемым без ключа, который, возможно, никогда не существовал. Поиски продолжаются во всех 4 случаях. Это само по себе говорит о чем-то важном. Люди готовы вкладывать значительные ресурсы в розыск объектов, достоверность существования которых находится в диапазоне от почти полной до очень сомнительной. Здесь действуют не только материальные мотивы.
Галеон Сан-Хосе поднимают в том числе потому, что 3 государства выясняют, чья это история. Янтарную комнату ищут в том числе потому, что ее потеря стала символом более широкого разграбления культурных ценностей в период Второй мировой войны. Паитити остается темой экспедиции в том числе потому, что его поиск – это одновременно изучение малоисследованных районов Амазонии, где находят реальные, просто другие, доколумбовые поселения. Единственное, что объединяет все эти случаи, ни одна из поисковых группировок, даже самая серьезная, пока не предъявила то, что искала. Но есть еще один тип сокровища, о котором говорят реже, и который, на мой взгляд, наиболее честно показывает, как устроена охота за пропавшими ценностями в реальности, а не в кино. В 1715 году 11 кораблей испанского Серебряного флота вышли из Кубы в сторону Атлантики. На борту везли более 1000 сундуков с монетами и слитками, китайский фарфор, приданное молодой жены короля Филиппа V, Изабеллы Форнезе, ювелирные украшения, собранные специально для нее. Ураган настиг флот у берегов полуострова Флорида и разбросал корабли вдоль побережья. Большинство из 11 затонули почти сразу. Испанцы в последующие годы работали с водолазами, которых опускали на дно с камнями, привязанными к ногам, и за 4 года смогли поднять примерно треть груза. Остальное осталось на дне, засыпанное песком и перемещенное течениями. В 20 веке вдоль флоридского побережья началась профессиональная охота. Американский кладоискатель Мел Фишер, который в 1985 году нашел знаменитую Атычу, другой испанский галеон, затонувший в 1622 году с грузом серебра, золота и изумрудов, работал над ней 16 лет. Члены его команды погибали во время погружений. Его сын и невестка утонули в результате несчастного случая на воде. Когда Атычу наконец нашли, со дна подняли более 200 золотых и более 1100 серебряных слитков, драгоценности и крест с изумрудами. От флота 1715 года к сегодняшнему дню поднято сокровищ на сумму около 175 миллионов долларов, по оценкам, которые фигурируют в публичных отчетах. Семья морских кладоискателей из Флориды, которая продолжает работу в тех же водах, периодически сообщает о новых находках. Ориентировочно 5 кораблей из 11 до сих пор покрыты слоем песка и не локализованы точно. Местонахождение остальных известно примерно, но не до метра. Это показательный пример, потому что здесь поиск подкреплен надежной документацией. Судовые манифесты сохранились в испанских архивах и позволяют довольно точно реконструировать, что именно везли суда. Задача не найти то, что, возможно, существовало, а поднять то, про что точно известно, где оно примерно находится. И даже в таких условиях работа растянулась на 3 столетия и продолжается до сих пор. Примерно такая же логика работает при взгляде на то, что происходит с поисками янтарной комнаты прямо сейчас. В 2024 году к попыткам разобраться в архивной части вопроса, по имеющимся данным, подключились специалисты по машинному обучению, которые анализировали схемы нацистских бункеров, военные маршруты и архивные документы. Алгоритмы выделили несколько наиболее вероятных мест: затопленный в Балтийском море корабль «Вильгельм Густлов», шахты в Тюрингии и подземные объекты в районе Калининграда. Ни одно из этих мест не было физически исследовано до конца, хотя в 21 веке георадары применялись в Польше, в частности, на территории комплекса бывших немецких бункеров в польском местечке Мамерки. Поход в Мамерки хорошо иллюстрирует, как работает реальная поисковая экспедиция. Сотрудники местного музея вскрыли подземный ход, который, по расчетам, мог вести к складскому помещению. Он оказался чистым, хорошо сохранившимся техническим колодцем без каких-либо ценностей. Но впереди у поисковиков оставалось 199 гектаров леса с самым современным георадаром, и они не сдавались. Это честная позиция. Не мы нашли, а мы сузили область поиска и продолжаем. Здесь прослеживается общая черта, характерная для всех долгих поисков такого рода. Каждое серьезное исследование, независимо от результата, уменьшает область неопределенности. Пустой подземный ход в Мамерках исключает один конкретный объем пространства. Анализ архивных документов Мосякина переводит одну из версий в категорию «более вероятная», хотя и не закрывает вопрос окончательно. Разбор воды из шахты Витикинд указывает на аномалию, которую нужно проверять физически. Это не загадка остается загадкой.
Это постепенное движение к ответу, которое выглядит медленным только снаружи. И это, собственно, главный ответ на вопрос, почему такие поиски не прекращаются через несколько десятилетий разочарований. Дело не только в ценности самих предметов. Янтарная комната сегодня воссоздана и стоит в Царском Селе. И ее физическое отсутствие не делает жизнь хуже. Галеон Сан-Хосе лежит на дне, и каждый год без его подъема не обесценивает ничего практического. Но в каждом из этих случаев утрата оказалась связана с более широкими историческими событиями, которые люди не перестали осмыслять. Комната исчезла в ходе войны, которая унесла десятки миллионов человек и сопровождалась систематическим разграблением культурных ценностей. Ее поиск – это в том числе попытка зафиксировать, что именно было потеряно и при каких обстоятельствах. Галеон застрял в центре спора о том, кому принадлежит история колониальной эпохи. И этот спор не имеет простого ответа. Поэтому юридическая часть вопроса будет разрешаться еще годами, независимо от технической. Пайтити – это поиск следов цивилизации, которую завоеватели разрушили, не успев систематически задокументировать. Каждая экспедиция в Амазонию, даже если она не находит золото, находит что-то другое – поселения, маршруты, следы торговли. 30 лет назад барон Эдуард фон Фальцфейн, один из основателей Международного комитета по поиску янтарной комнаты, сказал в интервью, что за годы работы комитет потратил значительные деньги на экспедиции по всему миру и попутно сумел вернуть в музеи сотни других культурных ценностей, которые нашли по дороге. Это точное описание того, как устроен долгосрочный поиск. Основная цель не достигнута, но побочные результаты оказываются вполне реальными. Пока ни Галеон, ни комната, ни криптограмма, ни джунгли не раскрыли главного. И когда именно это произойдет, если произойдет, неизвестно. Но направление, в котором движется каждая из этих историй, уже не то же самое, что было 50 лет назад. Инструменты лучше, архивы доступнее, а юридические рамки для подводных и наземных экспедиций становятся яснее, хотя и сложнее одновременно. Это не повод для большого оптимизма, но и не повод для того, чтобы называть эти поиски бесплодными. Не забудьте подписаться на этот канал. До новых выпусков, друзья!